Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивые и нежные листики. На уроке мы рассмотрим, как вяжется такой листик с бисером, а без бисера наш листочек будет выглядеть вот таким образом. Единственное отличие: обвязочку мы выполняем здесь рачьим шагом. Здесь у нас с вами идут столбики, точнее полустолбики с бисером. Мы все это рассмотрим на нашем уроке. Для работы нам потребуется пряжа, крючок и бисер. Бисер мы используем крупный и неровный. Я обращаю ваше внимание, что перед началом работы мы бисер нанизываем на рабочую нить. Начинаем выполнение нашего листика с основы. Сначала выполняем одну воздушную петелечку. Далее вяжем арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполняем 2 накида на крючок и в самую первую воздушную петелечку будем провязывать 2 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершинкой. Выполняем первый столбик с 2 накидами незавершенный и в эту же петелечку второй. Далее все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее вяжем еще одну арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводим крючок в эту же воздушную петелечку первую. Выполняем соединительную. Вот такая простая основа для нашего листика готова. Продолжаем работу. Выполняем одну воздушную петелечку подъема. Далее под арочку из 7 воздушных петель мы вяжем 1 столбик без накида. Далее 2 воздушные петелечки и выполняем столбики с 1 накидом, 5 штучек. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее 2 полустолбика. 1, 2. И вяжем далее 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. Вводим крючок в вершинку общую и выполняем столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушные петелечки и будем выполнять недовязанные столбики по этой стороне. Разворачиваем работу поудобнее, выполняем накид на крючок, вводим крючок в центр нашего колечка и будем выполнять 9 недовязанных столбиков с 1 накидом. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 недовязанный столбик с 1 накидом. Теперь нам необходим бисер. Мы подтягиваем его. Берем одну бисериночку, захватываем рабочую нить за бисеринкой и провязываем 2 петелечки на крючке. Далее будем провязывать
по 2 петелечки, при этом захватываем бисериночку. Подтягиваем и захватываем нить за бисеринкой. Опять провязываем, подтягиваем бисериночку, провязываем. И так мы с вами выполняем, пока у нас на крючке не останется одна петелечка. Провязываем. 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 И еще одна бисериночка нужна. У нас на крючке одна петелечка, и мы смотрим, что получилось. Разворачиваем. Я вытяну нить пока. Вот такая одна часть листика у нас с вами готова. И мы теперь приступаем к выполнению этой стороны нашей серединочки листика. Выполняем накид на крючок и вводим крючок под наш столбик. И точно так же выполняем 9 столбиков с одним накидом незавершенных. Вяжем и считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 столбик с одним накидом незавершенный. Далее нам необходим бисер, мы его подтягиваем и выполняем провязывание 2 петелечек вместе с бисером. Все точно так же, как мы выполняли с вами на противоположной стороне. Не спешите, аккуратненько. Бисериночки аккуратненько и ровно ложатся по контуру нашей центральной части. Захватываем и провязываем. На крючке у нас с вами должна остаться одна петелечка. Не хватило еще одной бисериночки нам. Смотрим. Мы выполнили центральную часть нашего листика. И нам осталось выполнить такую арочку из 3 воздушных. И воздушные мы тоже будем выполнять с бисером. Подтянули бисериночки, нам их нужно 3. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Берем бисеринку, захватываем рабочую нить за бисеринкой, воздушную делаем и хорошо-хорошо подтягиваем. Далее 2 воздушная с бисеринкой и хорошо подтянули. 3 и хорошо подтянули. Далее вводим крючок вот в эту петелечку, точнее под нее, и выполняем соединительную. Далее вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вводим крючок в вершинку наших столбиков. Мы уже, видите, сюда провязывали 1 столбик без накида. И
провяжем еще один столбик без накида. Это у нас изнаночная сторона. И я остановлюсь и посмотрим, как наш листик смотрится по лицевой стороне. Вот так смотрится наша центральная часть. И я хочу остановиться здесь поподробнее. Так будет смотреться центральная часть, если вы выполните все точно так же, абсолютно, только без бисера. Точно так же наши воздушные, арочка далее и столбик без накида. Все выполняется точно так же. После того, как мы выполнили столбик без накида, вершинку наших столбиков, мы вводим крючок под арочку и вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее 2 полустолбика. 1, 2. Далее 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь 2 воздушные и столбик без накида. И завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема. И выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен. И нам остается выполнить обвязочку нашего листика. Мы вяжем 2 воздушные петелечки подъема. Далее подтягиваем бисер. И будем выполнять полустолбики с бисером. Накид на крючок с бисериночкой. Вводим крючок в эту же воздушную и выполняем полустолбик. Далее накид, бисеринка. Вводим крючок в вершинку столбика без накида в предыдущем ряду. И вяжем полустолбик. Накид и теперь воздушную. Вяжем полустолбик. 1 и в следующую воздушную 2. Далее вершинку каждого столбика мы с вами провязываем по одному полустолбику с бисером. Вот таким образом. Так провязываем всю эту сторону. Мы выполнили полустолбики. Очень внимательно над каждым столбиком, который у нас провязан под арку. Далее 2 столбика с этой и этой стороны у нас провязаны с вами в вершинку наших столбиков. Мы их пропускаем. При этом выполняем 1 воздушную петелечку и далее опять же выполняем полустолбик с бисером в столбик, точнее в его вершинку, который у нас провязан под арку. И точно так же провязываем полустолбики уже по этой стороне. Так, аккуратненько, не спеша, в каждую вершинку мы провязываем по одному полустолбику. Точно так же, как мы выполняли с вами на противоположной стороне до конца нашего ряда.
Мы выполнили полустолбики точно так же, как и на противоположной стороне, по воздушным, столбику без накида. И теперь завершаем наш круговой ряд. Мы пропускаем 2 воздушные петелечки подъема и вводим крючок в вершинку первого полустолбика. Выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. И я хочу обратить ваше внимание, что в этом случае мы выполняли обвязочку рачьим шагом. И нам осталось выполнить несколько воздушных петелечек. Я выполню 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вы можете выполнить 9 и более. Далее 1 воздушная петелечка. Давайте еще одну выполним. И будем вводить крючок в 3-ю петлю от крючка. Но при этом нам с вами понадобятся бисериночки. Мы выполнили 7 и 2 воздушные. Всего 9. Отсчитываем 1, 2, в 3-ю петелечку от крючка вводим крючок, при этом накид мы сделали с бисеринкой. Выполняем первый полустолбик. И так в каждую воздушную мы будем выполнять по одному полустолбику, пока мы не провяжем все наши воздушные петелечки. Все полустолбики мы выполняем с бисером. Вот таким образом. Выполнили. Теперь вводим крючок в вершинку нашего полустолбика, но при этом обратите внимание, я ввожу крючок еще и в соединительную, а теперь в полустолбик и выполняю соединительную. Наш листик готов, и нить можно обрезать. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот такой красивый, необычный листик, объемный, с бисером мы с вами сегодня выполнили. Так он по лицевой стороне смотрится, и так он смотрится по изнаночке. И давайте еще раз с вами посмотрим на наши листики, если мы решим выполнить наши листочки без бисера. Вот такой. Творческих вам успехов!